Всем большой привет! В этом видео я вам покажу, как я вязала вот такую корзинку и предлагаю вам связать ее со мной. Если вы не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вязала я эту корзинку из трикотажной пряжи Бисквит. Пряжа идеально подходит для вязания корзинок, очень хорошо держит форму, и изделие смотрится очень красиво за счет того, что сама пряжа нарезана лицевой стороной наружу. Посмотреть эту пряжу вы можете по ссылке в описании к видео, там же для вас я оставила промокод на скидку. Как связать круглые дно корзинки вы можете посмотреть по подсказке. В этом видео мы свяжем стенки корзинки. Также обработаем край косичкой, свяжем крышку с ручкой, также обработаем края у крышки и украсим корзинку вот таким бантом. Когда вы связали необходимое количество рядов, можно уже переходить к вязанию стенок. Как мы будем это делать? Вот эту петельку оттягиваем. Точно так же за заднюю с обратной стороны косички вставляем крючок, вытягиваем вот эту петлю, немного ее придерживаем, снимаем с крючка. Дальше крючок помещаем, вот эту косичку не трогаем, а крючок помещаем под дужку, вот сюда. Одеваем вот эту петлю обратно на крючок и провязываем. Вот так. Дальше находим следующую дужку. Снова провязываем. И начинаем формировать стенки. Продолжаем вязать. Довязывайте до конца ряда и там встречаемся. Подошли к концу ряда и делаем соединение точно так же. За заднюю стенку косички протаскиваем петлю, делаем петлю для подъема. Теперь нам нужно вот сюда, под эту дужку, я опять же возьму крючок поменьше, вот сюда, где мы делали соединение с вами, вот сюда помещаем крючок, вытаскиваем нить, переодеваем, протягиваем. Первая галочка у нас получилась. И дальше продолжаем вязать узором галочка без изменений, то есть без прибавок. Находим следующую галочку, точнее следующий столбик, пока это у нас столбик, раскалываем его пополам, выходим под дужкой, провязываем. Дальше то же самое. И вяжем до конца ряда. Довязали ряд, делаем соединение. Все то же самое, ничего нового. Протянули петлю, сделали петлю для подъема. Нашли предыдущую галочку, в нее помещаем крючок, вытягиваем нить, переодеваем и протягиваем одну через другую. Первая галочка нового ряда у нас готова. Итак, продолжаем вязать необходимое нам количество рядов в высоту.
и встречаемся, когда будем уже переходить к завершению. Итак, я подошла к завершению последнего ряда. Всего я провязала в высоту 7 рядов. Шовчиков нигде не видно. Теперь нам нужно обвязать корзинку косичкой. Что мы делаем? Вот этот ряд мы не соединяем, как обычно, а просто продеваем крючок под косичку, хватаем нить, вытягиваем и продеваем одну петлю через другую. Вот так. Дальше снова помещаем под следующее отверстие крючок, вытаскиваем нить и продеваем одну петлю через другую. Так продолжаем, пока не обвяжем всю корзинку. Теперь нужно нам корзинку закончить. Подошли к той петельке, с которой мы начинали обвязывать. Вытягиваем нитку. Не осталось немного, поэтому немного придется вытягивать. Теперь для удобства можно взять крючок поменьше. Находим вот эту косичку, крючок в нее и под косичку, которая у нас была соединительной первой, помещаем крючок и нитку вытаскиваем. И теперь находим вот эту косичку, вот она, которая находится за соединительной, также с обратной стороны. И теперь в центр соединительной косички продеваем крючок и ниточку вытаскиваем. Все. Вот так красиво у нас получилось все соединить. И шовчика не видно. Осталось нам спрятать вот эту ниточку. Крышку мы будем начинать вязать с ручки. И для этого делаем кольцо амигуруми. Провязываем первую воздушную петлю. Сделали воздушную петлю, и теперь нам нужно набрать 5 столбиков без накида. Набрали, затягиваем вязание в круг. И теперь круг нам нужно красиво соединить. Вот эту петельку, которая у нас была на крючке, мы вытягиваем. И сделать это будет достаточно просто, потому что у нас нить будет не очень длинной. Далее крючок вставляем за заднюю стенку косички, хватаем нить и протягиваем. Я нить взяла даже с запасом, поэтому чуть подольше придется ее протягивать. И теперь нам осталось закончить косичку. Для этого вот сюда, в эту косичку, здесь есть две стенки. Вот за заднюю стеночку крючок помещаем, хватаем нить и снова протягиваем. Далее под нитью у нас есть перемычка, и в эту перемычку мы помещаем крючок, хватаем нить, вытягиваем, делаем петлю. Дальше под соседнюю перемычку снова помещаем крючок, то есть мы не трогаем саму косичку, помещаем крючок только под перемычку. Хватаем снова нить
теперь одну петлю протягиваем через другую. У нас получилась первая косичка. Дальше снова под перемычку помещаем крючок, вытягиваем петлю, протягиваем одну через другую. Получилась вторая косичка. Третья. Четвертая. Пятая. И теперь мы будем формировать шестую косичку. Для этого снова вытягиваем нить. Крючок опять помещаем под обе стенки с обратной стороны первой косички, которая у нас получилась. Хватаем нить, протягиваем. И теперь за заднюю стенку пятой косички снова помещаем крючок, хватаем нить и протягиваем. У нас сформировалась еще одна косичка. Далее вяжем следующий ряд от этой косички, которая у нас получилась. Крючок вдеваем посередине между двумя стенками. Вытаскиваем петлю, помещаем в соседнюю косичку, вытаскиваем еще одну петлю и протягиваем одну через другую. У нас получилась первая косичка. Продолжаем. Вторая косичка. Третья. Четвертая. Пятая. И теперь нам нужно сформировать шестую косичку. Снова вытягиваем нить. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот она косичка, которая у нас получилась. И вот за пятую косичку помещаем за обе стенки крючок с обратной стороны. Точно так же, как и в прошлый раз. Хватаем нить, протягиваем. Повторяем то же самое. За заднюю стенку цепляем нить, вытягиваем и протаскиваем. Мы сформировали еще одну косичку. Наша ручка уже практически готова. Теперь нам нужно связать дополнительный ряд, за который потом мы будем вывязывать нашу крышку. Поэтому снова в серединку косички помещаем крючок, вытаскиваем петлю, в соседнюю косичку, снова вытаскиваем петлю, протягиваем одну через другую и провязываем 5 косичек. Первая, вторая, третья, четвертая, и пятая. 1, 2, 3, 4, 5. Вытягиваем нить. И завершаем формирование последней косички. Нитку вытягиваем. Протянули нить, закончили ряд, сомкнули его в круг. Получилось очень красиво, аккуратно. Вот эта ниточка нам больше не понадобится. В принципе, можно оставить небольшое количество и обрезать.
Далее берем цвет нити, которым будем вязать саму крышку. И теперь помещаем крючок под косичку, откуда у нас выходит наша нитка последняя. За обе стенки. Нить складываем пополам. Далее цепляем нить, вытягиваем и делаем воздушную петлю для подъема. Далее крючок помещаем под соседнюю косичку, опять же под обе стенки. Хватаем нить, вытягиваем и провязываем столбик без накида. Это у нас получился один столбик. Сюда же провязываем второй. И под каждую косичку будем провязывать по 2 столбика без накида, удваивая. В итоге у нас должно получиться 12. Вяжем. Мы подошли к тому месту, откуда делали петлю для подъема. И сюда же снова вставляем крючок и провязываем еще один столбик без накида. Вот эту петлю для подъема, которую мы делали, будем считать за столбик. Как и в самой корзинке, будем соединять и переходить на вязание узором галочка. Под косичку с обратной стороны заводим крючок, втягиваем петлю, делаем петлю для подъема, расправляем. Теперь вставляем крючок под петлю для подъема вот сюда в столбик, вытягиваем нить, продеваем одну через другую. Саму ручку и начало крышки я вязала крючком 7 мм, потому что в начале вязания самый плотный большой крючок будет с трудом входить в отверстие. Далее вы можете сменить крючок на размер побольше и продолжить вязать. Дальше в этом ряду мы будем делать прибавки. Одну галочку провязали, следующую провязываем прибавку 2 галочки. Точно так же, как и в корзинке, вяжем в раскол столбика. Одну галочку и вторую галочку делаем прибавку. Продолжаем дальше. Дальше у нас идет одна галочка. Затем снова прибавка. И так вяжем до конца ряда, делая прибавки. Я провязала ряд до конца, теперь ряд нам нужно сомкнуть, точно так же, как мы это делали в предыдущем ряду и в корзинке. Протягиваем петлю, делаем петлю для подъема. Предыдущую галочку, предыдущего ряда точнее, продеваем крючок, хватаем нить, переодеваем, протягиваем. В этом ряду также делаем прибавки. И теперь вяжем 2 галочки, затем прибавка. Только следим за тем, чтобы прибавки у нас не были над прибавками в предыдущем ряду. Значит, провязываем эту галочку, пока оставляем, провязываем одну галочку, одну, и в третью будем делать прибавку. Чтобы у нас получился идеальный круг без угловатостей, будем соблюдать правила смещения прибавок. До
Далее делаем прибавку. Довязываем ряд до конца, делая прибавки через 2 галочки. Все последующие ряды будут вязаться также с прибавками. Точно так же вяжем, делая прибавки, как и в дне корзинки. Если вы хотите, чтобы крышечка у вас получилась плоская, то вяжете точно такое же количество рядов, как и у дна корзинки. Если вы хотите, чтобы ваша крышка была немного выпуклая, как у меня, тогда вы не довязываете 2 ряда. Вяжете необходимое количество рядов, не довязывая 2 ряда. Потом встречаемся и будем довязывать вместе. Провязали 1 ряд без прибавок. И следующий ряд будем снова вязать с прибавками. Теперь вяжем уже 3 галочки и затем делаем прибавку. Я провязала следующий ряд с прибавками. Теперь примеряем к нашей корзинке крышку и видим, что нам еще не хватает 1 ряда. Поэтому следующий ряд также вяжем с прибавками. Теперь уже провязываем 4 галочки и делаем прибавку. Не забывайте делать прибавку со смещением не над тем местом, где у нас была прибавка в предыдущем ряду. Я закончила вязать последний ряд, можно снова примерить. Теперь крышечка идеально подходит. И еще я хочу сделать обвязку точно так же, как мы делали на корзинке, вот такой косичкой по краю. Поэтому делаем все то же самое и обвязываем крышечку. Мы не смыкаем ряд, а продолжаем вязать. Заходим под косичку, хватаем нить и продеваем одну петлю через другую. И так продолжаем обвязывать всю крышку. И завершаем вязание мы точно так же, как и в корзинке. Корзинка почти готова, нам осталось спрятать все ненужные кончики, обрезать ненужные нити и украсить саму корзинку. Завязываем бант в 1 оборот. Помещаем ленту на 2 пальца, оборачиваем вокруг указательного и среднего, затем большим пальцем придерживаем ленту, вводим ее между указательным и средним, и теперь вот сюда под ленту нам нужно увести конец. Вот так. И затягиваем. По аналогии вариант в 2 оборота. Оборачиваем ленту вокруг указательного и среднего. Затем снова вокруг, еще раз вокруг указательного и среднего. Большим пальцем придерживаем. Ленту продеваем между указательным и средним. И помещаем ее под вот эту часть. Затягиваем. Получилось 2 оборота. Обрезаем ненужные кончики.